Сейчас вам покажу. Вот, посмотрите. В Москва-Сити там только эти небоскребы, больше ничего. А здесь посередине, между небоскребами, громадный парк, огромные фонтаны. И там очень приятно гулять, можно целый день там гулять. Так что вы окружены небоскребами, но при этом там парк, очень много растений красивых и очень приятно находиться. На ту сторону надо пойти, там очень красиво. Сейчас вам покажу, что на той стороне. Так, побежал и чуть не уронил микрофон. Не привык я с микрофоном ходить. Вот, посмотрите, какое классное место. Очень напоминает Санкт-Петербург, где находится Адмиралтейство. Там всякие статуи поэтов. И очень красивое тоже место. Очень зеленое, с высокими деревьями. И там фонтаны включили. Сейчас вам покажу. Очень приятное место, прохладное. Посмотрите, какие высокие деревья. Прям. Классное место. Столько зелени. Класс. Так, вот фонтаны красивые. И вот здесь у нас скульптура Алишера Наваи, в честь которого и названа эта улица. В Москве я тоже видел скульптуру Алишера Наваи. Очень красивое место. Так, и вот здесь у нас музей. Происходит реконструкция. Сзади вот телевышка. Но это старая телевышка. Новая находится в другом районе. Посмотрите, сколько зелени, какая красота. Прям очень такое приятное место. Очень зеленый, приятный город. Восторг. Напишите в комментариях, нравится ли вам, когда в городе есть парки. Любите ли вы отдыхать в таких местах, где полно зелени, полно природы. Вот что здесь прикольно, что это прямо находится в центре города, и это не как парк, а просто скверик такой. И вам не надо куда-то далеко ездить, чтобы в такой природе погулять. Просто в центре города
идете, где вы здесь Ташкент-Сити, любуетесь на небоскребы, на современную жизнь, а переходите дорогу, и вы оказываетесь вот в таком парке красивом, зеленом, большом. Интересно, тут белочки водятся? Напишите, видели ли вы когда-нибудь белок в Ташкенте? Я видел. Так, здесь дорога. Сейчас перейдем, я вам там интересное, красивое здание покажу. Вот здесь, кстати, тоже посмотрите, какая веранда наверху. Как красиво. Интересно, каково там жить. С видом на парк. Как ташкентцы проводят время. Гуляют. Так, все, мы можем переходить, зеленый свет. Вот здесь красиво, тоже преобразована улица. Кустики прямо посередине дороги. И островок безопасности есть, так что прям можно спокойно тут стоять в безопасности от машин. Так, машина останавливается, сейчас зеленый свет загорится. Все, пойдем. Вот посмотрите, какое здание необычное тоже. И вот ради чего я сюда перешел. Смотрите, какая архитектура. Завораживающая. Какая красота. Сейчас мы обойдем. Опа, смотрите, как необычно. Ой, изнутри прям прохлада. Вот внутри что? Очень я люблю такие элементы архитектуры, арочные. Очень красиво. И опять-таки, как будто попали в какой-то парк. Посмотрите. Какое все зеленое, яркое. О, а там как будто немецкий замок. Сейчас увеличу, вот. Вот здесь мы вдруг попадаем в Германию. Ничего себе. Это надо же так. Вот с этой стороны как красиво выглядит. Эта улица прям очень приятная для прогулок. Тут вы можете увидеть и архитектуру восточную, и красивые парки. Вот отсюда покажу вам. Какая красота. О, советская машина. В каком состоянии хорошем. Прям как новая. Вот туристические автобусы. Очень много тут туристов.
встречаю, пока гуляю. Смотрите, что нашел, сейчас вам покажу. Кстати, в моих видео я часто вот так иду и куда-то бегу что-то показывать интересное. Сейчас покажу вам. Смотрите, какие узбекские граждане. О, смотрите, из шин, из покрышек сделан узбекский чайник. Как необычно. Из бутылок цветы. И мотоцикл. Вау! Вы где-нибудь такое видели? Вот это узбекские мастера постарались. Прикол. Вот за это, я думаю, точно нужно поставить лайк. Это очень красиво и креативно. Если вам понравилась эта прогулка, пожалуйста, ставьте лайк. А если не нравится, три раза по лайку прям ударьте и покажите, что вам не нравится.